Так, ладно, я Так, выдвину комп. давайте еще. Начинаем. Да, да, уже идет. Ты заново запустил новую ссылку, правильно? Нет, это та же ссылка, Угу. просто только на Ютубе теперь. Супер. Давайте еще раз поприветствуем всех. Всем привет. На связи компания Redpad Games. Были технические неполадки, не справились мы с трансляцией в двух каналах сразу. Начинаем на Ютубе, все переходите, кто смотрит. У нас мы наконец-то доработали стейкинг, запускается он на следующей неделе. Стейкинг будет только для ранних инвесторов, потому что это комьюнити, которое в нас поверило и очень долго ждет листинг. Все подробности мы напишем в начале недели, когда точно запустится, как этот механизм работает. Дорабатываем сейчас сайт. Я извиняюсь. Дорабатываем сайт, зарабатываем marketplace с внутриигровым кошельком для геймеров. Также сейчас готовим команду в командировку, практически на постоянку в Абу-Даби. Начинаем сотрудничать с компанией Абу-Даби Games. Они строят большой остров для гейм-разработчиков. Там уже находятся все практически топовые компании. Построен стадион на 100 тысяч зрителей именно для киберспорта. Вот. Евгений туда летит как главный менеджер, который всем этим будет руководить. Откроется еще один филиал уже в Арабских Эмиратах компании Redpad Games. С нами сегодня наши партнеры, которые нам помогают развиваться в лучшую сторону, помогают нам именно с направлением, в какую сторону лучше идти. Об этом подробно сейчас расскажет Евгений, и каждая команда, думаю, выступит и расскажет о себе. Спасибо, Жень. Да, всем добрый вечер. Прошу прощения за проблемы со звуком в начале стрима. Вкратце представлю наших сегодняшних спикеров. С нами, как всегда, Андрей Петровский, глава криптоотдела. С нами Кристина, компания Unigem. Владислав Мартынов, один из столпов, скажем так, криптомира, именно эфиры. Вот. С нами Роман Пищулов, компания TTM Group. И давайте начнем представление с компании Unigem. Кристина, расскажите более подробно, чем занимается ваша компания, вот. Какой у вас профиль? Наша компания занимается полным циклом продвижения маркетинговых услуг для криптокомпаний на международных рынках от Америки до Азии. Также мы помогаем с блокчейн-разработкой и привлечением инвестиций. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, вопрос, который всех волнует. Каким вы видите развитие традиционных игр? И вопрос по поводу play-to-earn игр. Почему они такие недолговечные? Да, что с ними происходит? Почему такие резкие, но быстрые взлеты и падения? Что касается play-to-earn игр, это достаточно молодое направление, которое активно начало развиваться на данном этапе. Вся проблема в том, что многие разработчики не стремятся сделать продукт качественным и привлекательным для геймеров и стремятся заработать только на пресейле токенов. И даже есть такие случаи, когда объявляется, так сказать, как замануха создания игры, но при этом происходит только сбор денег, и на этом проект закрывается, так и не предоставив качественный продукт аудитории. Соответственно, идет такой негатив в сторону play-to-earn игр. Мы видели бум лаунчпадов, фейковых игр, как раз, которые никогда не запустятся. И это можно провести аналогию с ICO, которые в хайпе в 2017-2018 годах, а после переживали кризис и трансформировались в более привлекательную модель, такую как IDO, INO, IEO.
так и игры Play to Earn переживают трансформацию, которая должна завершиться на медвежьем рынке и выдать принципиально новые подходы и решения к играм на блокчейне с более стабильной экономикой и качественным продуктом. Что касается традиционных игр, то они с недоверием смотрят на криптоигры как раз из-за проблем, которые обозначил Play to Earn рынок. Как только механизм Play to Earn будет более привлекательным и механизмы экономики перестанут быть пансиномикой, а станут более сбалансированы, тогда и традиционные разработчики начнут внедрять эти модели повсеместно в традиционные игры. Моя команда аналитиков сталкивается с такой проблемой, как планирование успешных проектов. Наверное, все в курсе, что на хайпе сейчас рынок Move to Earn, и сейчас многие стали создавать клона, копируя даже стилистику в некоторых моментах проектов. Но проблема в том, что они просто копируют один и тот же проект, не улучшая его и не решая проблемы пансиномики, а наоборот усугубляя их. В принципе, все. Да, Роман, Владислав, Андрей, что вы думаете на этот счет? У нас в формате диалога, да? Прекрасно. Да, ну, у нас немножко панельной дискуссии. Вот. Все отлично, да. Ну, я на самом деле... Да, Кристина, спасибо большое, очень правильно. Вот я, в принципе, все поддерживаю. И, ну, за исключением, как бы хочу просто от себя добавить, пансиномика, на самом деле, это не всегда плохо, особенно, как я считаю, да, в становлении там Play to Earn игр, потому что это дает такой некий все равно большой прогресс к развитию именно Web3 технологии. Потому что мы все с вами сидим все равно в одной лодке, вот, и если как бы не будет таких игр, которые будут там залетать в спираль смерти и не будет очень большого охвата, то просто аудитория не узнает, что такое скачать себе кошелек, залогиниться по кошельку, там, настроить себе какую-то сеть в кошельке. Поэтому давайте это называть некими такими санитарами леса. Это некая ступень эволюции, но мне так кажется, да. Понятно, что как бы с первого раза те, кто запускают, те, кто изначально придумывают проект и там запускают его, они являются некими такими основателями, первопроходцами. Им всегда очень сильно тяжело, и, как правило, они работают наживую, прямо конкретно вот на тех данных, которые они собирают в единицу времени, прямо сейчас. Это очень тяжело, поэтому я хочу всем разработчикам там Play to Earn игр передать пламенный привет, вот, поблагодарить, потому что они делают очень большое дело. Несмотря на то, что я видел, как этот рынок становился, то есть вообще как, в принципе, появлялись Play to Earn игры. Приходили ребята, которые умели писать токеномику, они приходили к классическим разработчикам и говорили: ребят, а у вас есть какая-нибудь игра, которая вот пылится на полочке, которая не стала успешной там на традиционном рынке, дайте мне ее, пожалуйста, я эту игру сейчас переделаю, там, перекручу, добавлю сюда токены, и сейчас хайп, как бы мы на этом заработаем там и полетим. И это нормально для рынка, то есть любой рынок, он как бы переживает такие этапы, когда нужны первопроходцы, потому что мы с вами, уже те, кто наблюдает за этим, мы делаем выводы, мы смотрим на статистику, мы смотрим на ошибки, которые совершают ребята, да? Но по большому счету мы все как бы движемся, да, у нас есть некий такой прогресс, мы движемся к тому, чтобы эту пансиномику превратить уже в настоящую экономику стабильную. Вот, я просто хотел добавить это. Если есть, коллеги, еще несколько. Да, Ром, я тоже хотел, друзья, добавить несколько слов. Смотрите, очень важно, что фаундеры стартапов и вообще люди имеют в виду, когда говорят пансиномика. Вот. Первый раз, когда я это услышал термин, это был на конференции Ethereum, и там целая панель была, и, в принципе, это воспринималось как инновация. Потому что смысл, который вкладывали в этот термин, имелось в виду не пирамида типа МММ, да, и не скам, а имелось в виду, что экономическая модель бизнеса, которая построена на игровых механиках и в которой заложены разные механизмы обеспечения, например, монетки, которую выпускает игра, или какой-то децентрализованный протокол. И один из элементов, которые обеспечивают надежность и устойчивость этой бизнес-модели, это приход большого количества пользователей. Поэтому в разном бизнесе, особенно в онлайн-бизнесе, бывает период, когда у тебя в течение короткого периода приходит очень много новых пользователей, и у тебя идет хороший доход, да, от них.
и в этот момент использовать вот этот период для обеспечения, например, эмиссии своих токенов, да, по-честному, чтобы это не было скамом, чтобы это было сбалансировано, в этом никакого греха нет. Но другое дело, что эта история должна быть управляемая. То есть если у тебя этот поток новых пользователей закончился, то тогда ты врубаешь другие механизмы сжигания токенов, чтобы держать в балансе, чтобы у тебя не возникла именно пирамида и не возник именно скам. Поэтому обычно на русском языке панзиномику называют экономическая модель с пирамидальной составляющей, да? Вот. Ну или составляющей обеспечения от новых пользователей. Поэтому здесь все реально упирается и в конечном счете к людям, которые стоят за проектом. Если у них намерение строить долгий, хороший бизнес, устойчивую экономическую модель, то все хорошо. Если у них намерение, как правильно Кристина сказала, как во время ICO, и до сих пор таких много, быстро срубить бабла, ну тут как бы они возьмут, назовут это панзиномикой, но заложат как бы краткосрочный механизм получить деньги, и потом как бы все это рушится и так далее. Вот. Это такая первый мой комментарий. Второе, я реально очень возбужден и воодушевлен перспективами вообще развития игровой отрасли, или даже так сказать, что я вижу, что где-то в перспективе 1-2 года мы увидим бум как бы в игровой отрасли, который будет основан на интеграции новых механик, новых подходов, в том числе игровых механик, то, что называется GameFi, SocialFi и, значит, DeFi. То есть когда не только определенные эмоции человека задействованы с помощью грамотно выстроенной игры, да, ну, эмоции, там, не знаю, решить сложную задачку, если это квест, эмоцию, там, выплеснуть негатив, там, да, постреляв там в кого-то, да. Кроме этих эмоций добавляются определенные триггеры, как социальная значимость, да, как, собственно, возможность заработать прямо здесь и сейчас денежку, да, возможность продать свой какой-то игровой статус и так далее. И вот здесь, да, и самое главное, вот мы увидим трансформацию, очень важно, вот сейчас я скажу, да, трансформацию из концепции, которую мы видели последние 2 года, play to earn, в концепцию play and earn. Это гигантская разница, да, то есть потому что основная проблема, как, кстати, Кристина сказала, рынка была в том, что децентрализованные игры с этими механиками, это были не игры в основном. Туда люди шли не для того, чтобы поиграть и как бы реализовать какую-то эмоцию. Они там не зависали, потому что им прикольно были игровые механики. Они туда шли, потому что там можно было быстро срубить бабла. То есть они туда шли просто заработать деньги. И вот это и есть play to earn, потому что ты туда играешь для того, чтобы заработать. А вот когда появятся игры, когда ты играешь ради игры, но при этом еще и зарабатываешь, да, and earn, вот это мы увидим с вами где-то через год, через полтора, и это будет бустером для развития этой отрасли. И последний комментарий, ну такой, у меня много комментариев, но чтобы не занимать эфир, это то, что интересная концепция, то, что вот границы игрового бизнеса, которые сегодня можно очертить и посчитать, они будут размываться. Что я имею в виду? Любое онлайн-приложение, которое мы сегодня с вами пользуемся, оно есть на мобильном телефоне, оно станет игрой. А любая игра может стать мобильным приложением с точки зрения не только ради игры, а с точки зрения, например, вот, по-моему, Женя сказал вначале, кошелек разрабатываем, да, биржу разрабатываем свои внутри игры. То есть, понимаете, вот эта граница, как бы где игра, а где не игра, она будет размываться. Но это, правда, наверное, в перспективе 2-3 года мы увидим. Но просто сейчас я смотрю я же много инвестирую, да, как бы в разные стартапы, общаюсь. Причем не только крипто, а именно, ну, онлайн-приложения. И они, очевидно, что это будет сильным конкурентным преимуществом для привлечения пользователей на классическое онлайн-приложение и их удержания, и капитализацию, монетизацию своей пользовательской базы. И от этого мы не уйдем, поэтому так вот мне прикольно посмотреть, как мы дальше игровой рынок будем мерить через 3 года, когда вот эти границы будут размываться. Ну вот как бы да, наверное, такой мой комментарий, Жень, был бы по отрасли в целом. Всем Вот, большое спасибо. Да, я немного Владислава поправлю. Он говорит о том, что года 1,5-2 появятся игры Play and Earn. На самом деле она появится в этом году, и это будет как раз от компании Epic Games, игровой проект Dustland, ребят. Да, я имел в виду начальник. Конечно. Смотрите, ребят, все верно.
сейчас есть ряд, небольшое количество, да, вот, проектов, которые вот серьезно станут триггерами, локомотивами вот этого бума. Но тотальный бум, конечно, это года полтора, потому что появившись вот такие хорошие проекты, как Red Pad Games, например, да, или вот эти две игры, о которых мы будем говорить сегодня, да, они покажут, как по-новому, когда есть и AAA, да, и классные интерфейсы, и классные визуалы, и классные как бы сценарии, алгоритмы, и когда это многопользовательская онлайн-игра в режиме реального времени, и когда в режиме реального времени начисляется монетка за определенные действия, да, и когда это все вот заработает, и при этом экономическая модель устойчивая, тогда как бы вот появившись, потому что основная проблема, почему не было бума, вот мы то, что обсудили сейчас, Кристина сказала, Роман, это то, что не было устойчивой, интересной игры, которая бы захватила массы, но при этом бы за счет новых механик, включая игра и зарабатывай, да, но при этом бы еще и модель устойчивый бизнес была. То есть это команда с хорошими намерениями делать глобальный проект надолго. Вот. И когда мы увидим, что это... Вот, кстати, Кристина сказала, что большинство игр боятся, потому что скам, крипта. А боятся, потому что в основном как бы туда шли действительно вот полускамеры или скамеры, то есть люди с плохими, ну, с не очень хорошими намерениями, краткосрочными. Как только появятся вот такие мощные проекты, как наш, то, я думаю, тогда все, вот этот элемент недоверия у большинства классических известных игр уйдет, и они туда ломанутся, все туда ломанутся. Поэтому и тогда начнется бум. Да, вот что я имел в виду. Я бы еще добавила, наверное, что проблема криптоигр, почему туда геймеры не залетают, да, потому что очень высокий порог входа, геймеры, в принципе, ориентированы на другую модель бизнеса, модель традиционных игр, где бесплатный вход, либо же какой-то минимальный вход. Так что, ребята, оставайтесь в Red Pad Games, мы начнем эту нишу, и все потянутся за нами. Давай, да, Жень. это круто. И это, кстати, одна из причин, почему я с вами, ребят, потому что, ну, найти очень качественную команду с опытом, да, с опытом предыдущим в классическом игровом бизнесе, да, в онлайн, с намерениями, с пониманиями. Кстати, вот я еще Кристину добавил, большинство еще классических игр туда не идут, потому что то ли времени не хватило, приоритета, то ли чего-то, они до конца не понимают эту механику. Вот если бы они сейчас были на созвоне, ну, не все, конечно, я просто разговаривал с некоторыми, они по верхам что-то слышали, но когда им говоришь панзиномика, никто дальше не разбирается, да, все, о, нет, все, это пирамида, да, или там говоришь, о, крипта, о, вот она волатильна, да, как бы вот никто, понимаете, все происходит, вся инновация здесь сейчас, поэтому одна из причин, потому что я увидел среди, не знаю, сотни, может, проектов, с которыми я общался последние несколько месяцев в игровом бизнесе, проект, который, имеет опыт, очень крутой опыт, который разобрался во всех экономических механиках, игровых механиках, связанных с использованием крипты, игра и зарабатывай, и который как бы выстраивает ну, глобальный большой бизнес надолго. И это, собственно, дорогого стоит, и как больше таких проектов будет появляться, то как раз и отрасль будет развиваться. Спасибо большое за отзыв. Для нас это реально, знаете, когда вы делаете большой проект и от значимых людей получаешь хороший отзыв, значит, мы идем в правильном направлении. Это круто. И спасибо, что вы с нами, нам помогаете улучшиться, сделать все правильно и сделать тот продукт, который именно будет идти именно в плане развития, именно с долгим LTV. Будем задавать тренд, будем развивать эту нишу. Спасибо вам, ребят, всем. Жень, Да, дай слово. да. Наш следующий спикер, да, человек, взаимодействие с которой компанией огромно, да, потому что сколько сейчас направлений у ТТМ Групп, Роман? Ну, у нас на текущий момент 16, да, 16 проектов Вот. в рамках 3 больших направлений. Вот. Роман, в первую очередь, давайте поговорим. У нас уже есть сотрудничество. Расскажите, пожалуйста, про него, да, со своей стороны.
Да, окей. Ну, я так вкратце сначала представлюсь просто аудитории. Во-первых, хотел бы всем сказать спасибо, что вы пришли, потому что суббота, вот, потому что середина лета, между прочим, прошла. То есть многие, наверное, могли не заметить этот факт. Вот. Раз вы выделили время, ну, я уверен, что многие там посмотрят в записи. Вот, давайте я просто вкратце расскажу. Я представляю группу компаний ТТМ. У нас есть два больших направления, их три, как бы, но два таких основных для аудитории. То есть первое направление – это TTM Group. Мы делаем продукты, которые занимаются приближением масс adoption, начиная там от обучения и заканчивая разными инфраструктурными решениями. Это свои собственные там кошельки, кастодиальные, некастодиальные, децентрализованные, там разные терминалы. В общем, все, чтобы вы могли просто хранить криптовалюту, там, отправлять криптовалюту, получать знания и развиваться. Туда входит на текущий момент сейчас 9 разных продуктов. Ну, тоже не буду сейчас грузить, на сайте там зайдете, потом посмотрите, почитайте. И второе большое направление, мы занимаемся, пишем, у нас есть собственная монета, она называется MDAO, и наше сообщество, это держатели монет, мы разрабатываем продукты внутри этого сообщества, которые решают три задачи. Они используют монету MDAO и ее сжигают, то есть есть дефляция для монеты. Второе, это помогают именно зарабатывать на рынке криптовалют. Мы делаем различные протоколы, там децентрализованные индексы, различные какие-то протоколы автокомпаунда. Ну, то, что все связано, все, что связано с децентрализованными финансами, мы это все делаем в рамках MarsDAO. Ну и, соответственно, на базе всего этого мы скопили большое сообщество, сейчас это больше, наверное, 150 тысяч человек, если по всем продуктам взять, и решили сделать такой продукт, где у нас есть кошелек в Телеграме, и мы в кошельке запускаем так называемый IVO. На текущий момент в рынку в основном знакомо, что такое IDO, то есть лаунчпад, где можно провести IDO, где вы можете держать токены лаунчпада, и вам дают аллокацию, и вы покупаете по паблику, да, условно, там, токены проекта. Мы сделали плюс-минус то же самое, но мы сделали внутри своего собственного решения, в кошелька в Телеграме у тебя всегда это под рукой, и мы проводим не IDO, а так называемый IVO. На текущий момент у нас там 30 тысяч пользователей, и, ну, в принципе, сегодня я уже могу поделиться, да, такими статистическими результатами. Мы выбрали ребят из Redpad Games в качестве первого проекта на нашем лаунчпаде, и за неделю у нас 6,5 миллионов MDAO было застейкано для получения аллокации, значит, в Redpad Games. Ну, конкретно, да, с выходом игры Dustland. Это на текущий момент, то есть если в долларах, это там чуть больше, наверное, миллиона долларов, это больше 800 участников, и прямо сегодня будет разыграно 1500 билетов для того, чтобы наше комьюнити смогло приобрести аллокацию по более выгодной цене, там, чем как бы есть возможность там приобрести на публичном раунде. Вот, и таких продуктов у нас очень много. Мы выстраиваем различные там партнершипы с другими тоже проектами для того, чтобы проводить некое такое кросс-промо. И последний год мы живем под таким неким лозунгом: это дефляция MDAO токена и международная экспансия. Вот, базируемся в основном как бы в Дубае, там сейчас выстраиваем офис, и очень часто так нас просят помогать адвайзингом разным интересным проектам. Мы очень так скрупулезно относимся к выбору проектов. Вот один из проектов мне очень сильно понравился, как раз ваш, ребята. Я познакомился с Андреем, вот он здесь присутствует тоже на звонке. Вот Андрей очень мне там симпатично оказался как специалист, и он рассказал про ваш продукт. Мне все очень сильно понравилось, поэтому решил как бы с вами плыть в одной лодке, потому что я ждал того момента, когда на рынок придут профессионалы, когда на рынок придут настоящие геймдеверы. Тогда они посмотрят на это, на все по-новому, у них другая будет абсолютно мотивация, и они лишь только приумножат уже свою как бы составленную там бизнес-модель, которая выстроена, в принципе, традиционным образом. Они только приумножат дополнением криптовалюты. Криптовалюта не будет для них как бы главным, по сути, драйвером для развития. То есть мы с вами сейчас строим некий такой мост вот в этот новый игровой мир с применением крипты. Потому что на текущий момент, ну, как бы и так все игровые ассеты там на традиционном рынке, они и так продаются там на Авито, там на Стиме, там еще где угодно. То есть крипта, в принципе, создана для этого. Поэтому я очень рад, что мы с вами одни из первых это делаем. Да, Роман, спасибо большое. Давайте поговорим дальше про метавселенные. Да, какими вы видите их развитие там в течение 10 лет?
да, какие основные вызовы, какие основные... что ожидает студии, которые делают метавселенные вот Окей. сейчас и далее? Окей. Ну, я на самом деле, как бы, ну, признаюсь, да, я этот вопрос видел еще до нашего эфира. Вот. И не стал ничего говорить, что не очень люблю эту тему, тему метавселенных, потому что она настолько пока как бы размыта и размазана. Я вообще, ну, такой человек, я больше люблю, там, помимо того, что точную науку, то мне больше все-таки нравятся какие-то такие прикладные вещи, которые уже имеют, там, имеют какое-то применение. Но, тем не менее, про метавселенную мы сегодня поговорим. Мне сразу хочется там отбросить тот факт, что ну, на текущий момент мы там не будем себя обманывать, мы находимся в какой-то некой экономической деградации. Я вообще в общем, да, в планетарном масштабе это как бы присутствует. И если, скажем, мы это отбросим и вот в таком неком вакууме посмотрим на десятилетний промежуток времени, то метавселенные на сегодняшний день смогут создать только там 3-4 компании, их можно там по пальцам перечислить. Ну, все, да, мы знаем то, что там Facebook с Метой, там Apple, Microsoft, все сейчас этим занимаются, и у них есть, помимо того, что как бы ресурсы и деньги, у них есть очень-очень крутая, выращенная для всего этого инфраструктура. То есть если у нас в течение 10 лет появится метавселенная, то она будет вот разработана одной из этих компаний, которые я назвал. Facebook на сегодняшний момент там тратит порядка 5 миллиардов сейчас в год на разработку как раз метавселенной. Ну, что такое метавселенная? То есть вот то, что сейчас вышло, там Sandbox, там подобные какие-то штуки на криптовалютном рынке, это не совсем метавселенная. Это ребята сделали как бы игру, которую назвали метавселенной. Это немножко не то. Метавселенная – это когда ты своим персонажем из Warcraft сможешь встретиться там, с персонажем из Sims в какой-то комнате, посидеть, там, покушать, пообщаться и разойтись и заниматься какими-то другими делами. То есть в моем представлении и вообще представлении метавселенной правильно – это когда мы объединяем разные миры. Для того, чтобы это было возможным, нужно построить инфраструктуру. Такую инфраструктуру смогут построить только вот компании, которые я назвал. И сегодня они уже очень активно начинают развивать эту историю с необходимых вещей, с вещей, которые необходимы в данный момент рынку. Ну, например, там, не знаю, удаленная работа, да. Там Facebook очень много этому уделяет внимания и сейчас трудится над стартапом как раз, который объединяет большие команды для удаленной работы и работы там в VR, в 3D и так далее. То есть всегда нужно как бы начинать с чего-то с малого. Чтобы вообще большинство жителей планеты могли полноценно жить в неком таком цифровом мире, нужно безлимитное, во-первых, облачное хранение, нужны высокие скорости передачи информации и, самое что главное, это новейшие графические движки. Вот. Но, опять же, говоря про там, текущую некую деградацию, да, экономическую, там, с проблемами комплектующих для видеокарт, то есть если даже майнинг как бы, ну, всю эту индустрию очень сильно притормозил, мне страшно представить, как притормозит индустрию развития метавселенных, вот те проблемы, которые на текущий момент есть. Поэтому очень много должно как бы сойтись для того, чтобы все-таки метавселенная появилась и чтобы туда там, люди прям активно отправились. То есть создать метавселенную – это только полбеды. Да? Дальше как бы встает очень острый вопрос инфраструктуры. Дальше встает очень острый вопрос неких там этических, да, минусов, то есть различные там какие-то домогательства, какое-то токсичное поведение, хакерские атаки, кража криптовалют, то есть всю эту историю придется еще регулировать. Поэтому в целом вся значит, история метавселенных, она будет точно развиваться, но она будет развиваться пока обособленными друг от друга кусочками, то есть инфраструктурные решения, там, юридические решения, какие-то игры, которые будут на базе инфраструктуры метавселенных. И вот как раз-таки там разработчики игр займут отлично свое место, то есть они начнут интегрироваться уже под созданную инфраструктуру для метавселенных. Вот, но это если так как бы коротко. Коллеги, есть, может, что добавить? Я добавила, наверное, Роман, то, что согласна с твоим мнением, то, что эту нишу однозначно займет какой-то крупный гигант, один из, потому что, в принципе, невозможно быть в разных метавселенных, то есть не хватит ни времени, ни энергии, ни сил, ни денежных вливаний.
потому что на данный момент, например, у нас очень много обращений от зарубежных партнеров, которые как раз хотят и стремятся занять эту нишу метавселенных, планируя организовать концерты, всевозможную покупку билетов, привлекая там международные бренды класса люкс, рекламные кампании какие-то крупные и так далее. Но, к сожалению, я думаю, что не для всех это возможно, то есть это возможно только для узкого круга лиц, которые уже имеют какую-то базу, инфраструктуру и смогут как раз-таки реализовать это в полном объеме, о котором мы думаем. И есть вот фильм «Суррогаты», да, и немножко это похоже на ту реальность, которая возможна через 10-20 лет. То, что мы будем переживать жизнь не в реальной жизни, а в виртуальной. Да, я тоже согласен, я тоже добавлю вот все проекты, которые... Я тоже, кстати, очень много проектов отсматриваю, многие приходят и говорят, мы сейчас свою метавселенную создадим. Я говорю, типа, что, как вы создадите? Ну, у вас там какие-то магазины будут, там в магазинах там будет что-то выставляться. Немножко разное представление у людей в голове, это не совсем создать как бы метавселенную. Там, создать какой-то кусочек уже на базе созданной инфраструктуры, то есть метавселенная это гораздо больше. Это создать целый мир, который будет интегрироваться с большим количеством разработчиков, будет интегрироваться с большим количеством там брендов, и тут на самом деле как бы предстоит очень много поработать. И опять же, вот я когда сказал про мета, сказал, что тратит 5 миллиардов в год, я не сказал, очень важно, что это 1/5 часть от всего бюджета. Это очень много. То есть ребята уже туда закапывают там, на протяжении 2-3 лет приличный бюджет. Мне кажется, они очень сильно далеко. Пока, может быть, еще, знаете, есть такой своевременный запуск продуктов на рынок. Может быть, уже что-то готово, но пока понимают, что мы не готовы к запуску. Поэтому ждем, смотрим. Да, Роман, совершенно согласен насчет подготовки к запуску. Все помнят Google Glass. Был такой продукт, он такой был хайповый, звезды его надевали, пробовали прокручивать в Инстаграме, делали закос под терминаторов, там, да, но рынок не был готов, по сути. И тут круто привлекать медиакорпорации, по сути, которые входят там в большие холдинги, у них есть нескончаемое количество денег, и они должны создать сначала нишу, и эта метавселенная должна стать частью нашего быта, таким же, как там SVC-печь, либо телефон, который мы тоже уже не выпускаем из рук. Вот. И я сам VR-технологии Oculus недавно приобрел, и скажу, что это очень круто, что уже сделано, уже убрали провода, это уже стоит $300, и этот этап достоин, к чему они пришли. Вот что будет через 5 лет, мне на самом деле шевелятся волосы, это очень круто. Я сразу представил, как облегчится жизнь каких-нибудь колясочников, какие пространства откроются для мышления. Вот. Но в целом, да, большие медиакорпорации заливают деньги, и они сейчас только создают нишу, чтобы мы потом в быту уже использовали. И некоторые люди сейчас устраиваются на работы в корпорации в Америке. У них уже это нормально, что ты в Oculus приходишь за стол переговоров, сам находишься где-нибудь в Лос-Анджелесе, где-то кто-то в Австралии, и ты садишься, и там уже это обсуждаешь через Facebook, у тебя есть это в группе, то есть уже начинают захватывать. Обычно к нам такое доходит чуть позже, но уже становится частью быта. Дальше больше. Вот я хотел это добавить. Да, пару комментариев тоже добавлю. Во-первых, полностью согласен с Кристиной, с Романом, с Андреем. Вот. Просто я не знаю, если вопрос у наших слушателей как бы с точки зрения, если это интересный объект для инвестиций в ближайший год-два, да, то мне кажется, что сама по себе метавселенная, как ее, кстати, описал сейчас Роман, там, да, Андрей, что это, по сути, вот у меня аналогия напрашивается, это операционная система iOS, да, или Google. Вот. До появления, скажем, мобильных приложений, активного развития мобильных телефонов, да, у нас, собственно, было взаимодействие совсем другое. И вот появились телефоны, на них появилась куча прикладных решений.
И мы стали там залипать. Количество времени, которое мы тратим, да, в этих приложениях, увеличилось в разы. Вот приведите аналогию, что появится операционная система, назовем ее инфраструктура, равняется метавселенная, которая не просто вот какое-то приложение с экрана телефона будет, а будет охватывать нас, по сути, все аспекты нашей жизни. Да? И будет это происходить все в виртуальной реальности, то есть эффект восприятия будет максимально приближен к реальному. И вот создать такую операционную систему, инфраструктуру – это нетривиальная задачка. И те, кто приходит и говорит, инвестируйте в меня, я создаю такую систему, я бы не инвестировал. Но вот здесь очень важно, компании, которые уже сегодня создают прикладные решения в виртуальной или добавленной реальности, которые конкретно в очень узкой, возможно, задаче решают это, какой-то создают новый опыт, например, виртуальные совещания. Да? Но тут надо смотреть. Я пару раз участвовал в таких виртуальных совещаниях. Там не было вот этой дополнительной ценности по сравнению с Zoom, потому что ребята не смогли создать эту эмоцию, да, потому что очные встречи во время мозговых штурмов, это уже доказано учеными, намного эффективнее, чем когда ты делаешь мозговой штурм вот в Zoom-коле или в этом самом, да. И по идее вот эти виртуальные встречи, они должны вот эту вот проблему, будучи, да, в разных точках мира, когда ты делаешь мозговой штурм, решить, что как будто бы мы сидим в одной комнате, и вот эта энергетика вдруг, коллективное сознание вдруг раз заработало, идеи пошли. Да? Вот если это прикладное решение решает такую задачу, это круто, это крутой проект для инвестиций. Но это прикладное решение в области, там, не знаю, онлайн-коммуникации, виртуальной коммуникации, но это не метавселенная. И вот такие приложения, они имеют право на жизнь, и в них можно инвестироваться уже там сейчас, потому что они появляются, и они могут выстрелить даже в отсутствие вот этой глобальной инфраструктуры. Вот, поэтому я думаю, что как-то вот здесь интересные проекты будут появляться. Но, кстати говоря, многие будут исходить тоже из игр. Но не все. Где-то технология должна быть просто вот добавлена виртуальной реальности, где-то игровые. Но это интересная тема, вот такая. Но все начинается с прикладных решений. Ну и я думаю, что все-таки будет больше, чем одна система, потому что опыт показывает даже вот у нас парочку мобильных систем, да, Google и Apple. Microsoft, кстати, не справился, Microsoft лажанулся и так и не смог запустить свою операционную систему для мобильных телефонов, поэтому на Microsoft бы я не ставил. А вот на Apple, на Google и на Facebook я бы просто наблюдал. Но это не перспектива ближайших 3 лет, я думаю. Это как бы вообще с точки зрения даже инвестиций, может быть, там через 3, 4, 5 лет надо, в принципе, просто смотреть, что у них там получается. Да, я тоже, Влад, вот правильно ты говоришь, то есть прикладные решения, то, на что нужно смотреть, там, например, оцифровка, то есть вообще метавселенная – это же связь реального мира как бы с цифровым миром, и вот этим мостом могут тоже там служить там ряд компаний, они могут выполнять разные функции, которые будут служить мостом из одного мира в другой. Это оцифровка персонажей, там появятся на HeadHunter такие позиции, как там дизайнер интерьеров, там метавселенных пространств, метавселенных, то есть все, что вот с этим связано, это как раз различные всякие прикладные решения, которые уже сейчас есть. И ребята, которые делают, я вот сам несколько проектов там знаю, которые оцифровывают персонажа. То есть ты можешь там прийти, встать, сделают там 10 тысяч фотографий вокруг тебя, и прям твоего персонажа в нужном формате тебе передадут. А куда ты его загрузишь, в какую игру, там, в какую метавселенную. То есть тут вопрос инфраструктуры, как потрудится наша большая четверка, и кто первый сделает более юзабельную историю. Вот, а все, в принципе, инструменты и там софтвер, типа там наушники, это вообще на самом деле не важно, это уже все второстепенно, это абсолютно точно догонит. То есть это понятно, что это точно догонит. Там, через 5-10 лет там наушники будут такие, что, точнее не наушники, а эти очки. Очки будут такие, что будет максимально удобно, тебе будет в них в принципе комфортно даже просто ходить, там не пользоваться. И они будут стильные, они ничем не будут отличаться от крутых там Ray-Ban или каких-то очков. Что это еще будет такой стильный аксессуар. Тогда это будет массовый adoption. Да. Да, спасибо большое, Роман. Давайте перейдем к нашему следующему спикеру, Владислав. Не думаю, что вам нужно, скажем так, представляться, кто вы такой, но все же давайте на всякий случай повторим. Я 25 лет уже в области хай-тека, как инвестор, предприниматель, в общем-то, работал пару раз в крупных глобальных компаниях, как Microsoft, в штаб-квартире Microsoft я пару лет интересным проектом занимался.
Вот, и где-то лет 7 назад, да, я там, ну, благодаря своему как бы другу Дмитрию Бутерину, с которым мы там уже 20, тоже где-то 2 года дружим, и у нас много бизнес-проектов совместных, вот, и он папа Виталика Бутерина, собственно, на раннем этапе узнал про блокчейн, про эфириум, вот, Виталика я вообще знаю там с 3 лет, вот, и, собственно, все 25 лет, почему хай-тек? Потому что мне всегда прикольно было смотреть, как какая-то новая зарождающаяся технология меняет нашу жизнь, появляются новые прикладные решения. И это всегда было. Там 25 лет назад это были, там, не знаю, ERP-системы, что было диковинкой в Советском Союзе, там, в России, да. Потом, значит, это стали облачные приложения, что тоже в свое время SaaS был прям диковинкой, да. Ну и, в общем, когда я услышал про блокчейн, в общем-то, мой паттерн поведения был такой же. Мне стало страшно интересно. Я стал с этим разбираться. Я человек не технический, скорее гуманитарий, но мне очень нравится разобраться в технологии, понять, как она меняет жизнь, в принципе, да, и как вообще в будущем наше как бы взаимодействие людей меняется к лучшему. Вот, обычно я всегда смотрю на светлую сторону технологий, потому что в любой технологии есть и темная сторона, да, это в зависимости, как ее использовать. Ну, в общем-то, первые 2 года я погружался и работал в совете, наблюдательном совете Ethereum, в основном как отвечал за пиар, GR и популяризацию вообще проекта в целом. Вот. Потом пришла криптозима, я, в принципе, пару лет особенно ничего не делал, вот именно в блокчейне, ну, даже год, пока зима была. А потом, когда она такая оттепель пошла, где-то 2,5 года назад, что ли, было, да, или 2, я уж не помню, ну вот, я понял, что технология стала более зрелой, и вот эта вот пена первых ICO скамов прошла, тотальных причем скамов, вот, и стали появляться очень интересные проекты, и это хорошее время начать инвестировать в новые интересные проекты. И вот последний, особенно год, я подключаюсь как советник, как инвестор вот, в разные перспективные проекты. Сейчас мне, конечно, интересно, что я верю, что настоящий Web 3.0, вот эти все ожидания, обещания, что вот у нас пришел интернет 3.0, интернет обмена ценностей и так далее, реально происходит только сейчас, вот последний год, потому что, во-первых, сама инфраструктура технологий стала более зрелой, надежной и так далее, а во-вторых, наконец-то экономические модели, определенные механики стали более понятные, четкие, которые приносят дополнительную пользу людям или какие-то дополнительные квантовые benefits, квантовые ценности, да, не просто улучшение там бизнес-модели на 10%, а что-то совершенно новое, такой дисраптив, как в свое время интернет и 1.0 и 2.0 принес в мир. И это, моя точка зрения, это сейчас происходит на пересечении как раз вот GameFi. Ну, начнем с DeFi. Да? DeFi, который доказал как состоятельная бизнес-модель за последние там 2-3 года активного развития. Это пересечение GameFi, то есть игровые механики, которые тоже сейчас через проекты, те же там вот Move to Earn и другие, показывают, что они, в принципе, в комбинации с DeFi дают очень интересную дополнительную ценность. И вообще, ну, как бы, вся же история Web 3.0 – это делать пользователей, по сути, акционерами, бенефициарами сервиса, которым они пользуются, да, и повышать эффективность, что нам, собственно говоря, гигантские маркетинговые бюджеты на привлечение аудитории и удержание не нужны, а мы эти бюджеты отдаем пользователям, да, а дальше этот протокол или какой-то сервис сам по себе растет. И вот здесь как раз это пересечение GameFi, DeFi и SocialFi, как выяснилось, ну, для меня это очевидным стало чуть позже, чем все остальное. Ну, просто пока не погрузился я, пока со своим сыном не пообщался, я не понял до конца эмоцию вот этой вот гордиться, что у тебя аватарка, например, криптопанка или там обезьянки. Вот, но я понял в конечном счете. Ну, в общем, короче, объединение вот этих вот 3 штук, и возникает такой икигай, да, синергетический эффект вот этого всего. И тут меня пробило, вот оно, да, вот эта суперценность, которая начинает зарождаться. И как бы я понял, что пришло время уже активно инвестировать и время, и деньги, и помогать развивать вот этим инновационным проектам в разных отраслях, ну, в разных направлениях. Вот есть игровое, но, в принципе, есть много других направлений. И, собственно, последний год вот это я активно занимаюсь. И, собственно, таким образом я попал сюда на эфир и в проект Red Pet Games. Благодаря, да, кстати, Роме. Мы с Ромой уже, не знаю, дружим, наверное, полгода, да. Вот, и прям это тоже очень важно, ребят, просто я почувствовал люди, когда тоже еще с вами на одной волне с точки зрения,
ну, с точки зрения намерений, видения, с точки зрения какого-то ценностного кода, да, что вот, потому что реально, поверьте, ко мне, вот особенно во время ICO, ну, не знаю, у меня там по сотне сообщений мне в директ прилетало, там, давай мы тебе отгружаем токены, давай там советникам. Я не в один, ну, в один проект вошел и очень быстро вышел, там был стейблкоин на основе золота, да, но ни в один почти не вошел, кроме этого. Вот, потому что реально, ну, просто ты видишь у людей в глазах деньги, 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 деньги здесь сейчас, ничего, ничего, а вот где бы что кинуть, да, качество людей, которые сейчас приходят в нашу отрасль, ну, радикально меняется, вот, и когда я увидел, познакомился с Ромой, с Владом, с MarsDAO, вот, с ребятами, с Андреем, вот, с ребятами из Red Hat Games, там, да, и, в общем, с Виданом, и я понял, о, прикольно, как бы это уже люди другого качества, другой вообще, из другой системы координат. И вот с такими людьми работать прикольно, интересно, потому что мы дисраптив делаем отрасли. И не одной игровой, а на самом деле в конечном счете и многих других отраслей. Это то, что я всю жизнь делаю, то, что мне нравится, поэтому, в общем, прикольно. Да, Владислав, тогда давайте вкратце объясните, чем вас привлек проект Red Hat Games, да, какие перспективы, какие наши совместные планы, да, к чему мы вместе идем. Микрофон. Да, микрофон вижу. Да, я уже частично ответил. В принципе, это то, что некий тренд очень интересный про изменение отрасли по предложению людям какой-то более прикольного опыта, прикольных штук. И, в общем, это... То есть, по сути, это люди, да, вот, это продуктовая идея, и это видение, то есть, ну, намерение, видение людей, да, и, соответственно, это вот почему я здесь. По поводу планов, ну, наверное, многие, кто сейчас, наверное, на эфире, я надеюсь, они в курсе как бы про две игры, которые создаются, вот, но планы помочь принять участие вместе с командой, вот, создать нечто, что будет, ну, одними из первых в мире. Вот я немножко говорил в начале разговора, что мы пытаемся объединить разные инновационные механики и разные штуки. Ну, понятно, что для того, чтобы это все выстрелило, нужно, чтобы это был крутой визуал, крутая продуманные там квест, механики, пути, игровые пути внутри игры, да, и сама игра, чтобы была очень интересная, прикольная, затягивала и была интересна пользователю. Это, кстати, здесь мы тоже общались, у нас была сессия по мозговому штурму, и на первой, кстати, встрече, и я, когда посмотрел на игру, на ее смысл, суть, мы обсуждали, я там предложил, но была очень интересная история, еще глубже продумать эти механики так, чтобы пользователи, играя в эту игру, себя познавал лучше на основе своих действий, решений, и познавая себя, а мы ему через игру можем помочь подсветить там дэшбордом в его аватарке, да, как бы какими-то ревордами, вознаграждениями в виде токена, но не за все события, да, а за определенные события, чтобы человек задумывался и смотрел, о, а почему я вот играю тут целый день или там неделю или там еще что-то, такое-то количество часов вот в таких-то ситуациях так делал, что это мне говорит обо мне. И дальше как бы, да, через игру не только помогать познавать человека, себя. Но я сейчас, конечно, как глубокую философию скажу, что вы меня грузите, у меня тут игра стрелялка, да, там типа, но, тем не менее, можно аккуратно встраивать эти истории и помогать лучше познавать себя и как бы, ну, и развиваться, скажем так, да. Вот, и это тоже, то, что это нашло отклик у команды, меня очень сильно тоже подкупило, что идет развитие, что игра ведь это может стать и в помощь, не только как бы средство реализовать какие-то эмоции, которые ты в реальной жизни не можешь реализовать. И это может быть средством обучения, средством развития. Вот. И, собственно, это очень мощный механизм. Это очень мощный, потому что, с одной стороны, на игры очень много людей подсаживаются, потому что в реальной жизни, например, там чего-то не хватает или реализовать какие-то вещи сложно, невозможно, там, да, есть ограничения. А вроде в игре нет ограничений таких, да. Но через это вот то, что ты как бы хочешь туда возвращаться в игру, ты можешь проложить путь, когда ты действительно не просто даешь возможность реализовать эту эмоцию, а ты как бы еще и развиваешь человека. И вот как раз
вознаграждение токенами может быть таким инструментом. Ну, условно говоря, там не всех замочил, а спас, там, не знаю, детей, спас там женщину, да, там, ну, условно говоря, тебе за это вознаграждение. Или у тебя было 2 развилки, вот так пойти, не знаю, сделать ковровые бомбардировки или более рискованный, но более экологичный способ, не знаю, там, освободить деревню от врагов, да, и ты выбрал это решение, хотя это, возможно, был риск и больше стоило там каких-то твоих жизней, энергии, но так как ты справился с этой миссией, тебе раз там начислили токены. Ну, в общем, короче говоря, я почувствовал, что мы с ребятами на одной волне, что крутая продуктовая идея, что очень вдумчивая команда, и мы продумываем, и у нас совместно идет такая инновация, да, вот. Поэтому, собственно, я здесь. Я думаю, я достаточно пару раз до этого уже ответил, но планы вот как раз реализовать все эти задумки, реализовать грамотно, четко, вот, с учетом, конечно, всех нюансов и тенденций на рынке, которые происходят, вот, и сделать из этого глобальный проект. Да, Владислав, ну, к вам еще такой вопрос, скорее всего, который вы также получаете по 100 тысяч раз в день во всех соцсетях. Что ожидать от эфира в этом году? Что будет? Да, но здесь в этом году вообще все просто, потому что я думаю, я не открою Америку, если скажу, что в этом году состоится переход с Proof of Work на Proof of Stake, или как называется Merge. Merge, потому что тестовая сеть, которая работает на Proof of Stake, Beacon Chain уже там работает достаточно давно, она протестирована, и вот сейчас будет происходить слияние Mainnet, то есть текущей сети, которая работает на Proof of Stake, с сетью Beacon Chain, которая работает на Proof of Work, на сеть, которая на Proof of Stake. И после этого произойдет, с моей точки зрения, эпохальное событие, потому что сеть эфириума с сохранением, кстати, всех там балансов, смарт-контрактов, всего-всего, что было в сети, с самого момента основания, с первой вообще там транзакции, полностью все это будет сохранено, но переход будет на модель валидации транзакций с более экологичной, более эффективной как бы механики, способа, алгоритму, это Proof of Stake. Вот. Это на самом деле очень мощный шаг к решению 3 проблем сети Ethereum. Это масштабируемость, пропускная способность, то есть скорость, пропускная способность и стоимость транзакций. Сам по себе Merge, он не решит одновременно и там, в моменте все эти проблемы, но он нас значительно приблизит к тому моменту, хотя там не на небольшой процент пропускная способность увеличится и скорость, но просто это не будет заметно пользователю, например, который пользуется, да, сильно. А вот радикально сильно это будет заметно, когда будет апгрейд, внедрена концепция шардинга, то есть, да, вот, и тогда это будет вот как раз, это будет в 2023 году, вот, и это будет, конечно, мощная история. Почему это все важно? То есть, ну, реально, почему это все эпохально? Потому что, значит, по сути, сегодня эфириум очевидный лидер, как бы такая виртуальная глобальная машина децентрализованная, да, и эта инфраструктура, ну, которая, ну, на порядок превосходит все остальные, значит, блокчейны, как, собственно, инфраструктура для создания децентрализованных приложений. Потому что, ну, и комьюнити, количество пользователей гигантское, и, собственно, количество разработчиков на эфире, ну, есть такое безусловное лидерство. Но из-за того, что скорость транзакций низкая, да, там точнее, стоимость транзакций высокая, это, наверное, первое, да, скорость обработки низкая, это сильно сдерживало развитие прикладных приложений и проникновение их, то есть масс adoption, проникновение их в массы, да, чтобы масса людей их использовала. Вот. И когда это произойдет, ну, это как бы вот такой будет, как, знаете, плотина рухнула там, типа, да, и вот поток воды наконец пошел в море с точки зрения масс adoption и развития разных прикладных решений. Поэтому, с моей точки зрения, это эпохальное событие, его все ждут, все готово, все тесты как бы там практически все завершены, и в этом году, вот как только это произойдет, мне кажется, это, по идее, я не могу гарантировать, но это должно стать мощным триггером, локомотивом роста рынка. И, возможно, когда, ну, это произойдет, это как-то вот корреляция крипторынка с фондовым, она должна стать меньше, вот, как-то отвязаться. Ну, это моя гипотеза. Но, возможно, это будет недостаточно, это очень сильно зависит еще от других факторов.
Но мне кажется, вот как раз к концу, вот четвертый квартал этого года, это тот период, когда может быть значительный такой переход в бычий рынок. Это гипотеза моя субъективная, но вот это, как я объясняю, как фактор, это появление Ethereum Upgrade, то есть переход на Proof of Stake, и как вот некоторые другие факторы, которые как подсказывают, что это высоковероятный сценарий. Ну, конечно, у нас фондовые рынки, глобальный финансовый рынок, геополитика все равно влияют, вот, но, возможно, я надеюсь, произойдет такая точка, когда вот этой корреляции уже не будет сильной, да, с этим глобальным финансовым рынком. Вот как-то так. Ну, вы, друзья, если слушатели наши хотят поуточнить какие-то вопросы, вы задавайте. Потому что меня еще часто майнеры спрашивают, когда я так говорю, а что будет с майнерами? Я еще говорю, ну как, все, майнеров больше вот в том виде, в котором были, не будет. И сразу, как так? А что же вы, мы там зарабатывали вот такие деньги, а сейчас вы нам за стейкинг предлагаете меньше. Это же так несправедливо. Это же получается, Ethereum подставил своих лояльных там вот валидаторов и майнеров. Я просто предвкушаю, что такой вопрос, если есть майнеры среди наших слушателей, возникает. Ну, как бы я всегда говорю, друзья, ну, во-первых, об этом говорилось, что эта точка придет, и она состоится, и будет так, что вы станете нерелевантными уже, наверное, лет 5. С самого начала, как только, в принципе, мы заговорили о переходе. Поэтому время подготовиться. Вот, было, причем меня майнеры год, полтора, два назад разные спрашивали, инвестировать в майнинг, ну, новые. Я говорю, не надо. Некоторые инвестировали, вот. Те, кто инвестировали 5 лет назад, я думаю, они уже все купили. Те, кто, конечно, инвестировали год назад, ну и как бы приходить, предъявлять претензию, что мы их не предупредили, не очень. Те, кто инвестировали полгода назад, год, возможно, не окупили оборудование и так далее. Но важно не это. Важно то, что большинство инфраструктурных проектов, таких как Ethereum и другие блокчейн, и их капитализация в основном базируется на ожиданиях, что будут много людей пользоваться прикладными решениями и за transaction fee платить этим инфраструктурам, и они за счет этого будут расти, у них капитализация. А теперь внимание. Если у вас скорость транзакции плохая, пропускная способность херовая, стоимость транзакции не позволяет развитию прикладных решений, значит, капитализация не совсем обеспечена, мягко говоря, да, или она обеспечена только на ожиданиях. А когда мы решаем и переходим с Proof of Work на Proof of Stake, то капитализация становится реальной, когда возникает прямая корреляция развития количества новых приложений, которые будут появляться на эфире, и количество людей, которые пользуются этим приложением, будут на 100% обеспечивать рост капитализации эфира. И это уже будут не ожидания, как обычно инвестор, инвестируя на раннем этапе в стартап, у которого еще ничего нет, да, нет ревеню и так далее. Он инвестирует в будущие возможные прибыли. И это, по сути, в большинстве своем случаев все инвестиции в крипторынок, как бы, да, раннего этапа доткома, раннего этапа интернета. Но мы переходим с перехода на Proof of Stake, с мержем, мы переходим в этап, когда капитализация будет уже не на основе ожиданий, а на основе реальных приложений и реальных пользователей. И не просто пользователи как криптовалютки для перевода между разными странами, да, а именно пользователями приложений, как в Apple Store. И вот это бомба, и вот это уже круто. И получается, майнеры все равно проиграли, если бы Ethereum не делал бы этот переход, потому что рано или поздно капитализация бы рухнула, потому что сколько можно на ожиданиях-то, да, на спекуляциях. Рано или поздно это все просело, и майнеры бы потеряли все равно. Поэтому, дорогие друзья мои майнеры, все, что происходит к лучшему, давайте разбирайтесь, как можно зарабатывать на стейкинге и так далее. И, в принципе, я думаю, это все во благо, то, что происходит. Я имею в виду мерч и переход на Proof of Stake в эфире. Не знаю, как-то так. Да, Владислав, вы были абсолютно правы, такой вопрос действительно был уже, а именно, какая причина такого снижения цены транзакции? Вот. Ну, я думаю, здесь Владислав полностью уже расписал и причины, и насколько долго уже говорилось про это, поэтому давайте немного поговорим, скажем так, финальным аккордом про каким вы видите развитие игр. Вот. Именно всей игровой индустрии в ближайшем будущем. Ну, я вот тоже вначале немножко подсветил. Смотрите, в
принципе, мы на этот вопрос ответили. Мы вместе и с Романом, в общем, смотрите, повторюсь, наверное, тезисы. Первое, что когда начнут появляться очень хорошо продуманные проекты, скорее всего, я не верю, что из крипты, скорее всего, из классических опытной команды, которые занимались и успешно занимались играми, внедрят новые инновационные механики, как SocialFi, как GameFi там, и другие, как играй и зарабатывай, и это выстроит на новых экономических моделях, да, назовем их панзиномику в хорошем понимании этого слова. Это будет устойчиво, интересно, и эти игры будут реально реализовывать набор вот этих вот инноваций, как бы, и получать синергетический эффект с точки зрения интересности для пользователя, привлекательности для пользователя, то мы увидим через год, полтора-два просто бум развития вот этого всего. Вот, и, конечно, проекты Red Hat Games и такие проекты, вот такие похожие проекты, которые вот это все смогли внедрить грамотно, они будут лидерами рынка с огромной капитализацией, с огромным масс-адопшеном и так далее. Вот, ну и будут такими триггерами, катализаторами развития рынка. Вот дальше второй тезис, который я высказывал, то, что граница вот этой игр, не игр, она будет стираться маленько, ну или мягко говоря, да, то есть игровые механики будут приходить в большое количество онлайн-приложений, и там, не знаю, стриминговый музыкальный сервис, не знаю, электронные книжки, читай и зарабатывай, там, не знаю, разные, любые такие прикладные решения, в принципе, смогут найти способ, как вот эти механики, панзиномику, там, GameFi, SocialFi, вот интегрировать, и это, в принципе, станет уже стандартом. По сути, знаете, как в какой-то момент стало стандартом там онлайн-бэнкинг, да, или какие-то еще истории, вот, которые там, например, там до появления интернета там, или в начале появления интернета вообще не могли работать. Да, с мобильного телефона в 2 клика решать какие-то вопросы. Вот, это станет стандартом, как стал стандартом Uber или заказ такси, там, да, или Airbnb, который до появления Uber никто не мог понять, как так вот кнопку нажал, у тебя машина через минуту рядом с тобой. Да? Вот. И это станет, а это же проникать стало везде потом, да, вот эти вот истории. Поэтому, значит, наверное, у меня такой прогноз. Но здесь очень важна качественная команда, качественно продуманные все истории и именно комбинация разных вещей, как бы, знаете, ингредиентов в единый рецепт. Вот это блюдо, очень грамотный подбор. Поэтому, если есть среди ваших как бы аудитории какие-то инвесторы, которые тоже инвестируют или хотят там покупать монетки разных игр, нужно очень тщательно делать фундаментальный, ну, просто анализ, я даже не говорю, просто анализ, вот в чем суть игры, там, какая механика, какая экономика, а как это создает пользователю какой-то новый экспириенс. Фишка же в том, чтобы привлечь и удержать пользователя, вовлечь его и создавать ему положительную эмоцию, чтобы он там, пребывая то время в игре, он как бы чувствовал, что он что-то как-то вот, не знаю, реализовал какой-то свой запрос, и он был доволен, да? Что он не в депрессию ушел и так далее, или расстроен, а он как бы наполнялся чем-то, да, или реализовал какой-то запрос, его там что-то тревожило, он поиграл в игру, там, типа, да, он там реализовал, да еще денежку заработал, да еще как бы подсветил социальный статус какой-то приобрел, да еще с друзьями пообщался, потому что это тоже способ общения, да, в режиме реального времени, еще как-то, да. Но здесь вот это все эти нюансы супер важны. Но я в эту историю очень верю. Вот. Я даже думал, знаете, у меня такое ощущение было, что такая вот мысль сейчас крутится в голове. Ведь человек по своему дизайну, да, он же такое существо не только эмоциональное, очевидно, да, больше эмоциональное, вот, по дизайну, как нас запланировали, да, оно не только социальное, да, им очень важно взаимодействовать, но оно еще такое, вот как дети наши, они же все в игре. Вот изначально мы должны жить легко в игре и получать опыт такой, знаете, как в потоке, вот как бы в игре, и познавать мир в игре, познавать себя в игре, реализовывать свои эмоции в игре. И вот сейчас с появлением Web 3.0 вот эти вот истории, что все в игре, ну или не все, но как бы большинство приложений, взаимодействия какие-то, да, я не знаю, там вот в игровых механиках, они приходят в нашу жизнь. Ну, условно говоря, теперь не просто такси на Uber я закажу, а у меня будет какая-то там
какой-то путь меня как игрока, что вот если я так заказал, мне столько токенов, а если я еще это действие сделал, то есть у меня такое, знаете, прикольно, говорят же, интернет 1.0 это когда просто вот коммуникация в один конец, без взаимодействия, когда там контент какой-то генерит, на тебя его спускает. Интернет 2.0 это когда ты создаешь контент, и у тебя там улица с двух сторон, да, а вот здесь, мне кажется, знаете, такое, мотивация к действию меня, пользователя и создателя игр или комьюнити. Комьюнити меня мотивирует к какому-то действию, я могу так вот действовать. И я мотивирую комьюнити к действию. Такое экономика взаимного такого не обмена информацией, а вот именно мотивации к действию. Это вот очень интересно, мне кажется, это будет проникать везде. Да, спасибо, Владислав. Роман, Кристина, Андрей, есть что дополнить по этому же вопросу? Какой вопрос был, я забыл уже. Перспектива игровой индустрии. Перспектива игровой. Ближайшее будущее. Все, я понял. Да все будет классно. Ну, я бы Ладно, на хотела самом деле... добавить, что, Да, Кристина, добавь тогда, да, я тоже добавлю потом. как отметил Владислав, да, и в принципе у нас уже и заложено в питч-деке, что Dustland это как раз является новым форматом, новым подходом, именно play and earn формат, а не play to earn. И почему мы тоже стали стратегическими партнерами Red Pod Games. Нам очень нравится бэкграунд команды, мы оценили серьезный подход, профессионализм, опыт в реализации и разработке игр. И это то, что на данный момент не хватает, в принципе, криптомиру. Это качественного продукта с продуманной токеномикой и непосредственно идеей. И я уверена, что мы реализуем это все успешно. Один из наших успешных кейсов это был проект «Собрал» общую капитализацию $981 миллионов. Я уверена, что Red Pod Games соберет намного больше и станет юникорном на международном рынке. Вот тут, вот Кстати, здесь прям охота это. Флаг вперед и побежали. Да. Я добавлю там пару слов буквально по поводу успешности игрового проекта. Смотрите, вот на сегодняшний день, если взять там традиционных разработчиков игр, что является таким самым главным мерилом успешности и неуспешности? Ну, по большому счету, это продажи, да. То есть если игра продается, и она лежит... Сейчас, секунду, у меня сел наушник запасной. Слышно меня, коллеги, извините? Да. Да, если игра продается, то самое главное мерило – это, по сути, продажи. Если игра не продается, все, она ложится на полку. Ну, ребята, коллеги там, если что, меня поправят, но в игровых студиях всегда так. Ты делаешь несколько игр, там у тебя какая-то может стрельнуть, какая-то может не стрельнуть, какая-то продается. Ты можешь сделать десяток, и только 10-я начнет кормить там твою студию и приносить условно там тебе какой-то доход от этого. Вот все ребята, которые пробовали запускать там play-to-earn игры на стадии вот этого вот развития рынка DeFi, я вообще считаю, что play-to-earn игры, они стали популярны только благодаря DeFi. Когда ты можешь подключаться к какому-то пулу ликвидности, когда ты можешь подключаться к каким-то финансам. То есть с централизованными биржами такого не было. Это все благодаря тому, что вот появился рынок DeFi. Именно поэтому появился GameFi. И ребята, которые запустились там с не очень хорошей идеей, они брали продукты, которые там просто лежали на полке, они не стрельнули на традиционном рынке. Естественно, у них как бы экономика сошла на нет. Почему? Потому что это точно такой же мерило. То есть если взять традиционных разработчиков игр, нет продаж, все, игра дальше там не летит. Взять вот век развития play-to-earn, падает курс, все, значит, что-то ты делаешь неправильно. Либо у тебя мотивация исключительно заточена на добычу монет, либо у тебя просто там неинтересная игра. Что мне понравилось с ребятами, то что во главе угла все-таки стоит традиционный бизнес, традиционное там привлечение инвестиций, в том числе там ребята как бы привлекают и в equity фонды большие, крупные, международные. Крипта идет рядом параллельно, и они очень аккуратно пытаются заменить некий
уже существующий рынок там игровых ассетов, который происходит, в принципе, и так, но только с подключением как раз вот крипты. И при этом, когда вот Андрей там сказал, что мы будем от продажи игры там на часть какую-то, да, определенную, откупать токены просто и сжигать, я подумал, ну, это вообще это гениальная идея, и плюс еще токен идет как бы красной нитью через все игры, которые студия будет запускать. Вот, поэтому, в принципе, это мы как бы вместе вот и работаем. Собственно, отвечая на вопрос, какие игры будут популярны и куда идет развитие, ну, собственно, вот такие, как ребята, вот так оно и будет. Те, кто выберут правильную стратегию такого аккуратного, бесшовного перехода от традиционного рынка и подключения дополнительного криптовалютного рынка. То есть все должно быть не ради крипты, создания игр, да, а это должна быть как дополнительная просто возможность расширить свою аудиторию, а в первую очередь создать продукт, который будет интересен своей целевой аудитории. А все это остальное, оно как бы дальше будут реализовываться 100% инфраструктурные решения, там, биржи игровых ассетов, там, какие-то децентрализованные биржи для продажи ассетов, еще что-то. То есть есть возможность встать, в принципе, над рынком. Вот. Ну, а мы как бы своим там каким-то там знанием вот, поможем. Роман, спасибо большое. Я хотел добавить, есть сообщество, вопросик, наверное, к Вильдану. Вильдан, очень много этих шутеров на рынке. Вот. У нас есть первый продукт Daslan. И скажи, пожалуйста, чем Daslan круче там, любого шутера и чем он уникальный? То есть как он будет заходить на рынок и какая вообще стратегия по маркетингу, по развитию? Можешь ответить на этот вопрос? Конечно, могу. Здесь, правда, отвечать можно ответ растянуть на целый час, но, ребят, здесь это не просто шутер, игра, которую вы зашли, поубивали и вышли, тот же самый, как PUBG, я не знаю, Fortnite. А Dasland — это вторая виртуальная ваша жизнь. В этой игре вы будете полностью пробиваться именно в городах, зарабатывать какой-то рейтинг, участвовать в боях, участвовать в колизеях. Вы будете учиться именно выживать и учиться финансовой грамотности. То есть вам нужно будет выводить баланс между жизнью и финансовым миром. Плюс мы будем вводить именно рейтинг добрых дел, когда вам нужно будет не просто там убить, а именно пойти защититься, кого-то спасти, кому-то помочь. То есть это новая ветка всего рейтинга, которая есть, и это намного, по моему мнению, это прям будет тоже один из трендов вообще в гейм-мире, где ты пытаешься не просто прийти, убить и уйти, ты сможешь балансировать между реальностью и между виртуальной реальностью. То есть ты работаешь, живешь здесь, и ты будешь работать и жить там. Понимаете, это новая ветка, это новый век шутеров. Абсолютно две разные вещи. Да, Спасибо. спасибо большое за ответ. Коллеги, спасибо вам большое за то, что вы были с нами сегодня, за великолепную АМС-сессию. Как мы видим по комментариям на Ютубе и в наших чатах, всем ужасно интересно, и все почерпнули для себя что-то новое из этой панельной дискуссии, даже можно ее так назвать. Спасибо еще раз вам за ваше время, за вашу поддержку нашего проекта. Сейчас мы хотели бы объявить о победителях вопросов, кто задавал их на как раз непосредственно сессии с TTM Group. В первую очередь, это я сейчас буду зачитывать всех, кого мы зачитаем. Мы постараемся сами связаться, но если мы не найдем контактов, то просьба вас тоже связаться с нами непосредственно в чатах. Первое место – это NV Project с вопросом, как Redpad Studio будет мотивировать держателей монет RPGC. Второй – это Дмитрий Копейко. Есть ли компании, заинтересованные в размещении рекламы внутри игры? И третий вопрос – это Шомс Бромс с вопросом про аудит Сертика. Да, часто вопросы повторяются, к сожалению, но мы стараемся на них всегда отвечать. Это что касалось прошлого конкурса, да, на сегодняшний момент. По чатам и по непосредственно
Первый вопрос давайте ответим от 6DH. Мой вопрос: как быть, если взломали мой аккаунт и украли все мое снаряжение? Будет ли какое-то расследование или кто-то возместит ущерб? Ну, во-первых, стоит сказать, что ваши аккаунты будут полностью защищены трехфакторной системой. То есть, если, конечно, вы... Меня слышно, ребят? Если вы сами, конечно, не отдадите кому-то логин, пароль, свой телефон, то тут уже как бы никто не справится Здесь с будет, таким отношением. да, Жень, я сейчас отвечу на этот вопрос. Ребят, здесь на самом деле работают очень крутые северные специалисты именно по кибербезопасности, по всему. У вас будет несколько шагов аутентификации, несколько шагов именно подтверждения личности, там, смены пароля и тому подобное. Здесь практически, если внутри команды вас никто не поломает, то из внешки вас точно не сломает. Как-то так. Ну, а мы не будем. Да, второй вопрос с точки зрения от Алексей Мольский. С точки зрения американского SEC токены RPGC являются utility токенами? Не будет ли проблем с SEC из-за того, что вы зарегистрированы в США и продавали токены до выхода самой игры? Ну, здесь мы можем сказать, что более подробно бы ответил наш юридический как раз партнер, но мы можем здесь сказать, что никакой проблемы с этим нет. Все официально зарегистрировано, вы можете это просмотреть на всех возможных аудиторских сайтах, опять же, аудит компании Crow. Давайте я отвечу. Да, Да, я отвечу. Абзал, мы уже не раз задавали этот вопрос. У нас таким образом устроен сам токен, он зарегистрирован, по сути, в Сингапуре. Разработчик компании, она зарегистрирована в Делавере, вот, и хед-офис находится в Швейцарии. И этот такой устойчивый треугольник, который помогает удержать, то есть дистрибьюцию компании дает сама сингапурская компания. Вот. И вопросов здесь никаких нет. То есть компания разработчиков она находится в Делавере. Чтобы вы понимали, сам токен является частью решения P2P на маркетплейсе, который мы планируем поднимать. В последующем этот маркетплейс будет там и для других игр, но этот маркетплейс мы хотим строить как такой кошелек для геймеров, где у тебя будет возможность быстро переходить в стейблкоин. И я надеюсь в будущем выходить сразу же и в фиат, когда будет уже возможность подключаться к карте. Ну, пока идея прийти к маркетплейсу, на котором будет выход именно монетизации твоих активов, твоего времени, а самое основное. То есть раньше ты тратил свое время, просто наслаждался, а здесь можно монетизировать свое время и выходить в стейблкоин. Сейчас это легко на любой платформе, ну, P2P даже в Binance можно менять на фиат, где это выведут на карточку. Вот, я надеюсь, ответил на вопрос, что есть стабилизационная система, и мы являемся дистрибьюторами токенов, по сути, своей же компании. Это юридически все связано. Да, и последний вопрос. Ребятам очень хочется знать, что будем ли мы ограничивать цену токена и будем ли мы содействовать его росту. Андрей? Еще раз не слышал, Жень, плохая связь. Криптоэнтузиастам важно знать, что мы не будем ограничивать цену токена или даже будем содействовать его росту. Что ты на это скажешь? Мы будем содействовать его росту, как и сказал до этого Роман. Наша задача инвестировать в токен и его стабилизировать, увеличивать ликвидность, вот, и приближаться к модели, когда сам токен станет чем-то необходимым для геймеров. То есть с одной стороны, и с другой стороны, продавая игры, инвестируя самим туда же. То есть сама компания будет являться инвестором, помимо начальных инвесторов, которые были
и поддерживали игру в разработке. Конечно, мы будем способствовать только. Да, на этом у нас вопросы закончились. С победителями же, опять же, мы свяжемся. Если там до вторника с вами не свяжутся, то, пожалуйста, напишите нам в официальных чатах, да, потому что с Ютуба мы можем не смочь вытащить ваши контакты прямые. Да, Поэтому ребят, пишите нам в Телеграм. да, 4-й пол начисления будет 20 июля. Пожалуйста, постарайтесь, все, кто не подал заявку обмена с альфа на бета, сделать это до 4-го пула, потому что растянулось это на долгое время, и это очень тяжело постоянно выискивать людей, которые купили и куда-то пропали, и потом появились и сказали: о, у меня, оказывается, под Games есть коин, что там с ним делать надо. Да. Всем спасибо большое. На этом наша АМО-сессия завершается. Спасибо всем, кто задавал вопросы, всем, кто смотрел, всем, кто посмотрит эту запись, да, потому что мы знаем, что большая часть людей смотрит в записи. Присоединяйтесь к нашим следующим эфирам, следите за новостями проекта. Всем удачи. Да, всем спасибо, коллеги, Спасибо, спасибо ребята, за ваше пока. время. Женя, расскажи про бета-тест. Бета-тест мы объявим на следующей неделе. Хотели сюрприз сделать. Спасибо, что испортил. Я жду. Ну ты в чат У тебя есть напиши возможность, рабочий. да, в чат написать. Поэтому, да, Ребят, всем на следующей спасибо неделе большое. мы объявим. Да, все, спасибо Всем большое. до свидания. Пока-пока. Спасибо.